Сегодня сделаем мясной рулет, который будем подавать на праздничный стол вместо колбасы. Такой рулет очень хорошо подойдет к новогоднему столу. Всем привет! Берем 1 килограмм куриного филе, у меня получилось 3 вот таких вот штучки и одну небольшую луковицу. И все вот это любым удобным для вас способом нужно превратить в фарш. В тарелку к фаршу нужно добавить 1,5 чайные ложки соли без горки, 1 чайную ложку с горкой копченой паприки, если нету копченой, можно взять обыкновенную, 1 чайную ложку прованских трав, половинку чайной ложки смеси разных перцев и половинку чайной ложки черного молотого перца, 1 чайную ложку сушеного молотого чеснока. И в самом конце я еще добавил пол чайной ложки куриной приправы. После того, как вы все подобавляли, нужно очень хорошо все перемешать, чтобы приправа хорошо смешалась с фаршем. Ну и смотрите, я добавил свои приправы, вы, конечно же, можете что-то изменить, что-то добавить еще, это все будет по вашему вкусу. Затем, когда вы хорошо перемешали фарш, нам понадобится 150 грамм твердого сыра, в котором вы будете уверены, что он будет плавиться, и его нужно натереть на крупной терке. Далее нам понадобится пергамент для выпечки. Берем полностью весь фарш и отправляем на пергаментную бумагу. Желательно мокрой рукой полностью весь фарш нужно разровнять в равномерный прямоугольник, так чтобы толщина вот этого фарша получилась примерно 1 см. Старайтесь делать все аккуратно, чтобы все края были как можно ровнее. На получившийся прямоугольник из фарша мы будем отправлять полностью весь натертый сыр. Сыр стараемся распределить ровным слоем полностью по всему фаршу. Пергаментную бумагу берем за ближний край, тот что к вам, и стараемся аккуратно скрутить красивый рулет. Старайтесь делать это как можно плотнее. Делайте все аккуратно и уверенно. Не бойтесь, фарш к пергаментной бумаге прилипать не будет. Получившийся рулет нужно постараться завернуть как можно плотнее в эту же пергаментную бумагу. Края бумаги аккуратно подгибаем и заворачиваем в виде конфеты. Затем берем еще один лист пергаментной бумаги, точно таких же размеров, как был первый, и аккуратно стараемся завернуть наш рулет еще в один слой пергамента. После того, как вы все плотно завернули, нужно взять нитки и края вот эти нужно хорошо завязать, так, чтобы ничего не раскрутилось. Аккуратно перекладываем наш рулет на противень и отправляем в разогретую духовку до 200 градусов ровно на 1 час. Через час достаем все из духовки. Видим, что наш рулет пустил немного сока. Это ничего страшного. Дальше рулет нужно будет установить под пресс. В моем случае это будет 3-литровая банка с водой. И дать ему полностью остыть. Сейчас я его вынесу на балкон в холодное место. И он у меня будет остывать целую ночь. И после того, как рулет остынет, его нужно будет аккуратно достать из пергаментной бумаги. И можно нарезать на маленькие кусочки и смело подавать к столу. Берем нож и начинаем наш рулет разрезать. Сам рулет в разрезе смотрится красиво. Сыр, паприка, прованские травы сделали свою работу. Получился очень необычный красивый узор. Ну и вот посмотрите, когда я начинаю нарезать его на порционные кусочки, рулет форму держит отлично, не разваливается. Даже вот на такие вот тоненькие все получается просто супер. По вкусу это тоже божественное блюдо. Самое главное, что здесь все натуральное, не чита никакой колбасе. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь с друзьями. Пишите в комментариях, какие ваши любимые мясные закуски, будет интересно почитать, и возможно по одному из комментариев я сделаю один следующий ролик. А мы с вами встретимся, как обычно, в этом же месте, но в следующем ролике. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.